Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о такой фатальной коррозионной проблеме автомобиля, как отсутствие резиновых заглушек в транспортировочных отверстиях. Что меня натолкнуло на эту мысль? Ну, во-первых, я внимательно читал мануал и помню, что какие-то моменты среди стандартных ошибок, проблем автомобиля – это отсутствие каких-то заглушек. И просто прочитал и забыл об этом. Но когда я делал проклейку заднего ряда сидений, я снял накладки порога боковые и обнаружил, что там виднеется земля. То есть через отверстие внутри салона, через порог видно землю. Вот, нащупал внизу отверстие, оно было довольно большим. Туда смело помещается несколько пальцев. И это отверстие ничем не прикрыто. Вот, что меня, в общем-то, напрягло еще тогда. Теперь же, пересматривая видео из антикоррозионного цеха, я заметил, что действительно в этих отверстиях отсутствуют заглушки. Ну, вернее, я более детально уже снизу автомобиля посмотрел, где заглушки у меня были, так как я антигравием покрывал пороги и так далее, антикорил, то есть я все заглушки помню. А вот те заглушки, про которые у нас сейчас идет речь, их не было. Итак, давайте я вам сейчас запущу видео и покажу более детально. Вот это значит сам порог и продолговатое отверстие, вот оно. Вот это и есть транспортировочные отверстия, которые, скорее всего, у вас тоже не закрыты резиной. Чем это грозит? А грозит это тем, что у вас сюда из-под передних колес летит песко-солевая смесь, грязь, реагенты, все что угодно, снег, наледь, вода. Здесь находится у нас усилитель кузова. Из усилителя кузова есть выход и в сам порог. То есть это все затекает сюда, затекает в усилитель, немножко задевает кромку заднего крыла под пассажирской дверью. Вот когда вы открываете вот это вот горб, само крыло, тонкая кромка, то есть это может и попадать на его нижнюю часть, то есть низ крыла. Значит, далее из усилителя это все, как я уже говорил, попадает во внешний порог. И внешний порог у вас будет, соответственно, гнить. Как и усилитель, как и та часть крыла и так далее. То есть я считаю это фатальное упущение. И, конечно, эти резинки надо купить. Давайте вернемся к мануалу. Вот что здесь нам показывают. То есть это передняя часть автомобиля, продолговатое отверстие. С другой стороны также. Давайте посмотрим, как это выглядит сзади, схематично на картинке. Это вот то место, как раз то место, где только что мы смотрели на видео из антикоррозионного цеха. Вот написано задняя часть автомобиля. Вот. Сейчас еще раз. Видео. Вот это место, это и есть задняя часть автомобиля. Вы видите, насколько глубокое отверстие. Сейчас еще раз назад отмотаю. Там будет видно. Следите за отверстием, насколько оно глубокое. Видите, какая там огромная полость. Также в мануале указан код этих резиновых заглушек для задней части и передней. Они одинаковые. Их код я укажу обязательно в описании. И теперь немножко о ценах. Цены у нас, скажем так, не маленькие. Если вдруг нам понадобится 4 заглушки. Вот, пожалуйста, у нас по экзисту 300 до 500, то есть средняя цена 500 рублей. Вот у нас по другому сайту, то есть вот минимальная цена 390, 50 дней срок. Еще один сайт, пожалуйста, 28-30 дней, тут одна штука, это ладно, мы пропустим. Ну, где-то вот 350, 400, 500 рублей. Наверное, по данному сайту у нас самые выгодные цены. До выходных я пока заказывать не буду, хотя я уже точно знаю, что двух задних
заглушек, опять же вернемся к видео, да, 2 задних заглушек у меня точно нет, потому что я, как вам уже говорил, я делал проклейку, делал антикор и видел, что в задней части автомобиля это все точно отсутствует. Подожди, знак поставим. Ну вчера реально камер, наверное, 12 было. Очень много. Резинку я почти говорил, да, я купил новые резинки. Какие? Наборные. Я не говорю. Оригинальные. Ставлю, все поставил, блядь, чистить вообще идеально. У меня, блядь, заскрипело. Можно сказать, не пользовался толком, новую взял и купил это дерьмо, блядь. Все. Резинки. Я больше не покупаю такие всякие псевдорезинки. Я лучше переплачу, но я почти 3 года отъездил с этими резинками. Я в хуй не был вообще. Джинсы маленькие, дорого? Я не спорю, что дорого, пиздец как дорого. Но опять же, магазины тоже цены, блядь, пиздец.